Привет! Ты на канале Супер Арбалет. Это снова серия про релизы, а с вами мастер спорта международного класса Ермолаев Дмитрий. Мы начинаем. Мы уже рассказывали про то, какие релизы бывают и чем они отличаются. Обсуждали запястные, то есть подвесные релизы. Сегодня же мы поговорим про Т-образные. Как мы говорили, Т-образные, они же кистевые релизы, позволяют намного лучше чувствовать выстрел и прикладку по сравнению с запястными. Независимо от типа срабатывания, с Т-образными релизами гораздо проще включать в работу спин. А просто невообразимое разнообразие форм позволит подобрать спортсмену именно тот релиз, который нужен именно ему. Существуют релизы разных размеров, с разной эргономикой, с длинным клювом и коротким, легкие и тяжелые, под 2 пальца и под все 5. В общем, какие бы требования у вас не были к релизу, будьте уверены, кто-то уже создал именно то, что подойдет именно вам. Когда вы стреляете с Т-образным релизом, важно абсолютно все. Каждая мышца на руке и каждая мышца на лице играет свою роль в достижении результата. Поскольку крюк, удерживающий петлю, находится достаточно далеко от оси вращения кисти, то небольшие движения здесь будут отражаться миллиметровыми сдвигами у петли, что в свою очередь будет отражаться сантиметрами, а то и метрами на мишени. Работая с кистевыми релизами, нужно точно так же, как и везде, именно тянуть, а не нажимать, поворачивать или что-то типа того. Если мы будем правильно тянуть, то рука сама повернет как надо и пальцы нажмут куда нужно. Важно понимать, что все релизы изначально разрабатываются под тягу. Поэтому, какой бы вы релиз ни взяли, при одинаковых действиях и правильной настройке все эти релизы выстрелят. Что касается веса, тут уже речь идет о ощущениях. Тяжелый релиз позволяет делать выстрел более инертным, а легкий, в свою очередь, реагирует больше на малейшие движения. Длина клюва также влияет на выстрел. Чем длиннее этот вынос, тем больше у вас свободы в том, как приложиться. Но отсюда же больше отклонений при малейших движениях. То же самое касается и количества пальцев. Кому-то привычнее стрелять с 2 пальцами, а кому-то с 4. Количество пальцев влияет на распределение давления. Кстати, часто производители позволяют регулировать положение упоров под большой и безымянный пальцы. К плюсам Тэшки также можно отнести удобство. Релиз находится в руке только когда он там нужен. Все остальное время он спокойно лежит в кармашке и не мешает вам отсылать мемасики друзьям, пока вы идете к мишени. Давайте поговорим про то, какие Т-образные релизы бывают. Затяжной, он же резистивный релиз, срабатывает от тяги. Точнее, он срабатывает при определенной нагрузке. Поскольку на бочном луке есть сброс, то как бы вы сильно не тянули, все равно это будет меньше, чем пиковое усилие лука. Поэтому на этих релизах есть предохранитель, который не позволяет релизу выстрелить, пока вы натягиваете лук. Он может быть выполнен по-разному. Например, как кнопка. Вы можете зажать кнопку, растянуть лук, приложиться, отпустить ее, начать тягу, и после этого он выстрелит. Либо как переключатель. Вы растягиваете, переключаете рычажок, и после этого вы сможете выстрелить. Такой релиз часто используют как тренировочный. Он учит стрелять в тяге и не ждать выстрела. Отличный способ, чтобы избавиться от таргет-паники, если у вас, например, что-то не сложилось нажимным. Принцип работы с ним точно такой же, как и с триггером. Тяга – это одна из основных составляющих правильного выстрела. Тяга включает большие и мощные мышцы спины, что дает хорошую повторяемость и позволяет стрелять более неожиданно, что хорошо, потому что спортсмен не ждет выстрел и от этого не напрягает лишние мышцы. Но это может сыграть злую шутку, например, ветер или когда у вас остается совсем мало времени на выстрел. Про ожидание выстрела подробнее рассказывал Василий в своем видео, гляньте его подсказки наверху. А на этом все. С вами был канал Супер Арбалет. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. До новых встреч!